Так, друзья, выглядит обычный грузинский подъезд в центре города. Выходим на улицу, дверей нету. Для проезда в метро мы купили в Грузии карту, которая называется Метромани. Карта это примерно как в Москве, типа тройки, но в отличие от московской можно вдвоем проезжать по ней. То есть сначала один прикладывает, потом другой. Но она также с функцией 90 минут. И вот это вот немного, я не понимаю, не совпадает. То есть ты один раз приложил, и 90 минут ты можешь бесплатно проезжать. Кроме того, она работает на канатке. Очень удобно, что все грузинские названия станций продублированы на английском. Легко найти, куда нам ехать. Метро классно едет, быстро дергается. Похоже, меня все слышали, кроме меня самого. Короче, друзья, метро нам очень понравилось, правда, оно очень шумное. Мы в Москве уже от такого отвыкли, потому что новые вагоны, кондиционеры включены. Но я что-то припоминаю, что раньше был такой же шум, когда вообще невозможно было говорить с человеком рядом стоящим. Я даже чуть-чуть охрип уже, как я кричал в камеру, и то не факт, что это все будет слышно. Мы высадились в самом центре города на станции метро Авлабари. А может быть Авлабари, я не знаю точно, но здесь канатка, здесь холм, здесь все достопримечательности. Виды здесь открываются бомбические. Выйдя из метро, надо сразу пройти в подземный переход, потому что путь направо, он идет в тупичок. Переходы здесь похожи немного на Москву 90-х. Очень много торговли. Смотровая площадка. Самый красивый мост в Грузии – мост мира. Выглядит он очень современно, чуть шляпу не сдуло. Что ж такое? Парк нам очень понравился. Это классический парк, построенный над дорогой. То есть снизу там проходят тоннели, сверху дорогу перекрыли и сделали потрясающий парк. Здесь совершенно феерично, куча тропинок разных. Есть фонтан, есть дорожки широкие, есть прямо тропинки, где камешки лежат в траве. Нам очень понравилось. И, конечно, мы голодные, и перед канаткой решили зайти в кафе. Кафе достаточно дорогое, потому что оно в центре. Посмотрим цены. Есть меню на русском. Ласская чербули на кетче, 11 лари. Отличный русский язык. Греста на кетци, 15. Ассорти из солений, 9. Классно, классно. Что тут незнакомое? Кучмачи с орехами, 15. Шашлык из курицы, 13 лари. Ребра говядины, 19. Столько всего вкусного вообще, но цены, не знаю, цены для отдыха отличные, если ты живешь здесь, высоковато. Чешушули из телятины, 19. Картофель по-мексикански, 9. Шашлык из овощей, 11. Хинкали, классика жанра, по 1 лари за штуку. Хинкали здесь стоит дороже, чем в горах, конечно, 1 лари там чуть меньше. Мы, конечно, взяли хинкали, потому что можно взять любое количество, можно хоть на 15 лари взять, хоть на 20, поэтому обычно, чтобы было подешевле, мы берем хинкали и берем напиток. Пробуем. Хинкали за 1 лари побольше, да, это сахар. Это соль. Это соль. Посыпем перцем.
Очень вкусно, аж нос испачкал. 16 хинкали и 2 напитка нам обошлись, как несложно догадаться, в 22 лари. 22 лари. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. A break to my heart. It's weighing me down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. Face it, you think it's too late, but I can see past the rain. Самая быстрая канатка, очень быстро доехали. Опять ветер. Друзья, в Тбилиси есть канатка, есть фуникулер. Фуникулер — это просто поезд, который вот так вот под 45 градусов заезжает на гору, изогнутый поезд. Но нам больше понравилась идея с канаткой. Канатка очень клевая, и внизу есть небольшая очередь. Ну, буквально минут на 10, совсем небольшая очередь. Но канатка очень быстрая, она доезжает буквально за пару минут, поэтому надо заранее приготовить фотик. Надо понимать, что в кабинке с тобой будет человек 8, и снимать надо быстро. На самой горе открывается, конечно, потрясающий вид на Тбилиси, а с другой стороны ботанический сад. Сейчас, друзья, я вам его покажу. Воу! Так, в ботаническом саду я вижу мостик с водопадиком. С другой стороны беседка. Вроде место интересное, стоит сходить. Идем вдоль горы, смотрим на город Тбилиси. Красота! Какой вид потрясающий на город Тбилиси. На площади мы сегодня ели. На парк. Классно. Я тоже хочу машинку. Подожди, а как тренироваться ходить? Это, друзья, ботанический сад Тбилиси. Чтобы попасть сюда, можно подняться на канатке, можно пешком, можно даже на машине сюда подняться. В Грузии обязательно надо с собой брать хотя бы пустую бутылочку из-под воды, потому что на каждом шагу в городе есть фонтанчики питьевые, и люди постоянно подходят, не стесняются и пьют, и набирают бутылочки. Мы почему-то не взяли. Теперь мы идем без воды, вечереет. Примерно за 100 рублей вот такая вот безумная красота. Целый склон горы. Это все огромный тбилисский ботанический сад. Друзья, очень нравится мне этот ботанический сад. Он огромный. Он огромный. Тут есть много мостов, тут есть аллеи, тут есть водопады, речки. Это потрясающе. В этом парке даже подвесные мосты есть. Воу-воу-воу-воу-воу! Какой прикольный мост, как он шатается вообще, а? На другую сторону можно перебраться по такому шаговому мосту. По-моему, это так называется. Не буду рисковать я. А есть мостики и поменьше. Просто вот так одна досочка лежит. Но тут уже реально спокойно можно перебраться, держась за перильца. Ребята, первый раз такое вижу, как в древних крепостях поворачивающийся мост. Через, получается, ров. Прямо дворец в горах, который снизу таким натуральным камнем обделан, какое-то поле. Еще ниже протекает водопад. Единственный вход из парка туда — это по этому поворачивающемуся мосту. Смотрится, конечно, это очень элитно. Как будто здание врастает в склон. Ребята, мы столько прошли, мы вообще штурмовали гору, мы смотрели там источник воды, а все оказалось гораздо проще. Вода вот там. Иди ко мне, иди, родной автоматик. Мы дошли.
Вода, Кока-Кола. Ну тут, друзья, и тропинки. Такие перепады вообще с ума сойти. Огромный парк. Вот на этом мосту мы были в самом начале нашего маршрута. Водичку можно было не покупать, а взять ее здесь. Посмотрели водопад снизу, он потрясающий просто. Обычный парк Тбилиси с таким огромным водопадом. Вход сюда всего 4 лари с человека. Ну, меньше 100 рублей. Что-то, друзья, мы слегка заблудились тут, пока ходили. Непонятно, куда дальше идти. Тут розарий вокруг. Вроде бы лестница вниз проходит туда прямо. Я сначала подумал, что это частные владения, частный чей-то огород, и вообще сюда не стоит ходить. Тропинки тут не очень оптимизированы для людей, поэтому пришлось немножечко вот сейчас перелезть. Дошли мы до дальней части парка, куда спускаются люди на канатке, и здесь с прекрасным видом на город, с прекрасным видом на старый город проводят церемонии бракосочетания. Вот крепость, а вот канатка. Третий раз за сегодняшний день начинается дождь, мы спускаемся по старому городу вниз. Озеро, где люди отдыхают.